Друзья, приветствую всех. Решил сегодня продолжить предыдущий ролик по поводу покупки монет на аукционе Кюнкер, неудачной покупки. Исключительно потому, что достаточно много было комментариев, и вы просите рассказать, чем все это закончилось. Поэтому решил спонтанно сделать этот ролик. Ну и дабы было чем вас развлекать во время того, как я буду говорить, потому что смотреть в неподвижный экран будет достаточно неинтересно и скучно. Вот я тут положил какие-то медальки, монетки. В общем, покажу по мере разговора. Значит, благодарю всех за отзывы, за комментарии, за интерес. Как вы знаете, кто смотрит мои ролики, я достаточно давно не выкладывал никаких роликов. Наверное, уже больше, чем полгода. В силу разных причин. Ну вот решил немножко о себе напомнить и выложил этот ролик о Кюнкере. Хочу честно сказать, ролик это старый. Это не актуальный ролик, это не на злобу дня. Снят он был достаточно давно, еще в начале 25 года, но как-то так не сложилось, я его не выложил, а потом большой перерыв вот этот, поэтому ролик старый. Конечно, я не покупаю монеты уже давно на аукционах по описанию аукциона или по фотографиям в силу вот этих же причин, которые указаны в этом ролике. Поэтому, конечно же, если я хочу на каком-то аукционе купить какие-то монеты, я туда еду, я их смотрю сам, проверяю, принимаю решение, участвовать, не участвовать. И, честно скажу, не важно, что там написано в описании аукциона. Бывает написано «фоцюглих», а монета штемпельная. Бывает написано «штемпель глянц», а монета в ужасном состоянии. Поэтому все надо смотреть, это однозначно. Значит, по поводу того, как это было и чем это все кончилось. Значит, кончилось все это достаточно неплохо для меня. Это вот такая серебряная медалька. Попалась мне на фломаркте за 10 евро. Грамм 20 серебра. Вот. Не так давно, буквально месяца 2-3 назад это было. Как раз до подорожания серебра резкого. Вот. Ну, ладно, буду крутить медальки по ходу и буду рассказывать. Значит, когда я обнаружил все эти проблемы с этими монетами, я, конечно, сразу же написал письмо в аукцион. И что я написал? Я им написал, что так как на этих монетах они не указали, что на монетах имеются царапины, вот, в описании аукциона указано только «фоцюглих штемпель глянц», что подразумевает достаточно неплохое состояние монеты. На других аналогичных монетах было указано, что на монете присутствуют царапины. На этих монетах указано не было. И это помогло мне аргументировать. То есть я сказал, что на аналогичных монетах присутствует в описании, указано в описании, что монеты имеют царапины. Соответственно, я на эти монеты ставки не делал, потому что мне не интересны монеты с царапинами. На этих монетах не было указано, что монеты с царапинами, и, соответственно, я на них ставки делал. Поэтому говорю, в связи с этим, так как я был в некоторой степени введен в заблуждение и, соответственно, боролся за эти монеты, в результате получил монеты с царапинами, поэтому прошу принять назад эти монеты и вернуть мне деньги. Значит, они мне ответили, что они готовы рассмотреть, проверить эти монеты, те ли это монеты, ну и, соответственно, еще раз оценить их состояние. Я им эти монеты отправил, они их получили, написали мне сначала, что они согласны на буквально 50% монет, что там, да, царапины, и они, будут их, и они готовы вернуть деньги за эти монеты. А вторую половину они не захотели принимать, после чего у нас было достаточно
длинная переписка, даже были созвоны с аукционным домом. В конце концов мы пришли к следующему консенсусу. Значит, я принимаю участие на аукционе Кюнкер только в случае, если я лично приезжаю и проверяю монеты. После этого никаких претензий к аукциону я не предъявляю. На том мы и порешили. Вот. И когда был очередной аукцион Кюнкер, я зашел посмотреть на монеты и понял, что мой аккаунт заблокирован. Вот. Тогда я позвонил на Кюнкер, спросил причину, но они мне сказали, что когда вы приедете на осмотр, мы разблокируем вам аккаунт. Но, в принципе, так это все и случилось. И я, когда приезжал на Кюнкер в следующий раз, я им поставил их в известность, что я приеду. Все, я был на аукционе, они мне показали монеты, и, соответственно, все это разблокировано было, и я смог принять участие. Для меня это все закончилось достаточно удачно. То есть аукцион принял все мои претензии в конце концов, вернул все деньги за эти монеты. Ну и больше мы по этому поводу с ними не спорили. Вот, так что, в принципе, с аукционами можно и нужно решать вопросы. Единственное, что, конечно, не все аукционы идут на какие-то компромиссы, но в данном случае все было хорошо. Там достаточно много было вопросов по этому ролику, и я постараюсь сейчас ответить на некоторые. Во-первых, по ценам было несколько вопросов. Ребята, цены были в самом начале в инвойсе. Если не лень, начните ролик сначала, остановите, сделайте паузу, когда я инвойс показываю, там все цены есть. То есть они не спрятаны, просто зачем 20 раз одно и то же повторять. Хотел бы сделать пару ремарок на комментарий Алексея. Спасибо, Алексей, за комментарий. Вы пишете, что если монета описана как Vorzüglich Stempelglanz, то, скорее всего, это монета АУ, и надеяться на какой-то грейд типа 63-64 МС вообще не стоит. Абсолютно с вами не согласен, потому что мой личный опыт говорит, что стоит. Я неоднократно покупал монеты на аукционах, и вот совсем недавно, буквально неделю назад, купил несколько монет, которые были так описаны, но, конечно, нужно ехать смотреть. И я осматривал монеты и понимал, что они в достаточно хорошем грейде. Поэтому неоднократно покупал, слабировал, и монеты получали МС-63, 64. Поэтому не согласен. Потому что на аукционах не всегда эксперты соответствуют высокому званию эксперт. Иногда доходит до таких смешных вещей, что монеты на аукционе могут быть оценены как условно Vorzüglich, а монета будет выполнена по технологии Proof. И такое было, и такие монеты я тоже покупал. По поводу вашей второй ремарки. Если монета в слабе, то аукцион никогда не напишет Vorzüglich Stempelglanz под монетой, которая находится в МС-64. Вот смотрите, вот это аукцион ВАК. Это актуальный аукцион, который вот сейчас идет, сегодня 10 апреля, до конца аукциона один день, вот 17 часов вверху. Вот. Значит, смотрите, смотрим на вот эту монету. Вот я ее сейчас обвожу. Это Баден, 2 марки, 1888 год, заявленная стартовая цена 1800 евро. Видно вот здесь, вот на сером фоне, что это слаб PCGS. А вот здесь написано Vorzüglich Stempelglanz. Давайте откроем и посмотрим, какой же это слаб. С каким грейдом. Итак, вот она, монета открылась. Что мы здесь видим? Написано PCGS MS64. Vorzüglich Stempelglanz описание. Поэтому, Алексей, ответ на вашу ремарку. Бывает. И достаточно часто. Так что тут я согласен с мнениями, которые люди высказывали, что верить аукционам нельзя, это однозначно. Верить им нельзя. Верить нельзя, потому что, конечно, они заинтересованы монеты продать, поэтому дефекты они стараются не замечать. Но другой момент, что у них не всегда специалисты по оценке монет соответствуют этому званию, и они иногда оценивают монеты в хорошем состоянии,
как более плохие. Поэтому иногда удается хорошие монеты купить дешево по этой причине. Вот. Поэтому надо ездить, смотреть, да, и лично давать оценку монетам, если у вас, конечно, есть опыт. По поводу того, что монеты аукционные засвечивают, как написал Demon Black, если я не ошибся. Да, действительно, но я не бы сказал, чтобы они засвечивают. Они просто делают такие фотографии, которые или дают рассеянный свет равномерный с разных сторон, или фронтальное освещение. И такой свет не позволяет увидеть царапины. Потому что вот эти все мелкие ворсистые царапины, которые оставляет чистка, они же видны только когда свет падает на монету от точечного источника, от направленного, под каким-то определенным углом. Тогда царапина своей боковой стороной бликует и как бы ее видно. Если вертикальный свет или рассеянный со всех сторон, то, конечно, этого увидеть невозможно. Поэтому на фотографиях, даже на видео, если делать, как говорится, с целью не показать грамотно видео, то тоже не будет видно. У меня был на канале ролик, где я купил монету 200 лет правления Пруссии, 2 марки. Монета была в состоянии proof, изготовлена по технологии proof. И монета, к сожалению, была очень сильно почищена. Вот. И при определенных углах съемки видно только, что монета выполнена по технологии proof, и абсолютно не видно царапин. Но когда ее специально поворачиваешь под углом к лампе, сразу же все царапины проявляются. Поэтому, если продавец не хочет вам показать царапины, вы их не увидите. Даже на пруфе. Это я уже четко знаю. Я сам эти монеты покупал неоднократно. И ролики снимал, и по пруфам, и по обычным монетам. Поэтому все это действительно так и есть. Вот, так что нужно только ездить самостоятельно и смотреть лично. Все другие варианты это 50-50. Повезет, не повезет. Но, скорее всего, не повезет, потому что из моего опыта езды по аукционам, кстати, вот мне попалась на фломаркте монетка, пробник. Это Пруссия, как вы видите, Вильгельм. Ну, вот такой очень интересный герб, видите, вот это реверс. Очень интересный, реально красивее, чем имперский орел, стандартный на монетах. Вот, и таких пробников много разных, по разным землям. Но вот я, к сожалению, пробник мне в руки попал первый раз. И я не уверен, что это оригинал. Не знаю, есть ли у кого-то опыт. Вот видите, абсолютно гладкий гурт. Ну, то, что они из меди делались, да, они делались из меди. Но вот вопрос, оригинал это или нет, я не могу определить, потому что реально с пробниками я не сталкивался. Поэтому, если у кого-то есть опыт, сейчас сделаю покрупнее, посмотрите, скажите, кто в курсе. Да, монета, конечно, не в идеальном состоянии, она чуть-чуть поюзанная, но с достаточно хорошей детализацией, практически нет износа. Но, конечно, не в том состоянии, в котором бы ее можно было бы заслабировать. Потому что я видел пробники в слабах, ну там реально они в пруфах, особенно баварские пробники. Вот с такими гербами, с другими гербами. Вот, а это вот такое состояние. Но монетка реально красивая. Не знаю, насколько она подлинная. Где-то каталог, у меня нет каталога, в котором были бы указаны пробники. Поэтому вот пробел в системных знаниях. Может, кто в курсе, то скажите. Что я хотел сказать вообще по аукционам. Значит, приезжаешь на аукцион, смотришь, ну, скажем, 100 монет. Смотришь 100 монет. Из 100 монет приблизительно 50% монет – это чистка, несоответствие заявленному состоянию. То есть пишут, например, «Vorzüglich Stempelglanz», а там монета аушная. Или пишут «Stempelglanz», а там монета тоже аушная. То есть как бы МС не получит.
Также иногда бывают проблемы на монете. Если такую монету слабировать, она получит детали. То есть есть какие-нибудь там раковины, какие-то потери металла на монетах, даже на поле, не только на гурте. Запилы бывают, чего не указывают. Вот, это 50% монет. Ну, и я сейчас хочу сказать, что я на аукционе смотрю, как правило, монеты, которые указаны от Vorzüglich плюс. Иногда, если по фотографии мне кажется, что монета может быть лучше, и Vorzüglich я смотрю, но в основном Vorzüglich Stempelglanz и Stempelglanz. И вот, значит, осмотрели мы 100 монет, 50 монет в мусор. Ну, в мусор, конечно, это я грубо сказал. Просто для меня существуют определенные критерии, по которым мне монеты подходят или не подходят. То есть, если монета яркая, красивая, штемпельная, без повреждений, без чистки, без царапин, да, приятная монета, очень приятно такую монету иметь, владеть такой монетой, и я с удовольствием такую монету пытаюсь купить. Если же монета поцарапана, почищена, с раковинами, с какими-то пятнами коррозии, ну и так далее, но при этом она штемпельная, такая монета меня не устраивает. Поэтому я, конечно, здесь все сейчас говорю только с позиции моих предпочтений. Мы все люди разные, у всех свои предпочтения. Кто-то может такую монету с удовольствием купит. Я такую монету не куплю. Я считаю ее испорченной навсегда. И такая монета у меня не вызывает никаких положительных эмоций. Так вот, 50% монет, значит, будет чищенными. С деталями, с запилами, с коррозией, с какими-то дефектами и так далее. Остальные монеты, заявленные как Stempelglanz или Vorzüglich Stempelglanz, они имеют низкий уровень качества. А что я имею в виду? Низкий уровень качества – это значит, монета указана как, допустим, Stempelglanz, а реально она тянет на MS6162. То есть монета не бывшая в обращении, но низкого качества. Таких монет будет примерно процентов еще 30-40 из оставшихся 50%. И только 10% монет будет реально в хорошем качестве. И в очень хорошем качестве из них будет 2-3-5. Все. То есть после поездки на аукцион и осмотра 100%, 100 монет, 100 единиц, думаешь о покупке там 5-8 монет. Все. Все остальное просто не подходит по критериям качества. Но опять же, повторюсь, по моим критериям качества мне не подходит. Делюсь опытом, делайте выводы. Конечно, идеальный вариант – это ехать и смотреть, но я понимаю, что далеко не все люди могут себе это позволить в силу того, что просто живут в других странах или достаточно далеко, и не на каждый аукцион поедешь. Я тоже езжу далеко не на каждый, только те, которые более-менее доступны мне по расстоянию. Вот. И поэтому в таком случае, единственное, что остается, это просить аукцион, чтобы аукцион прислал какие-нибудь фотографии дополнительные или прислал дополнительное видео. Причем надо просить, чтобы это они делали видео под одинокой лампой, например, настольной, чтобы это был направленный свет от одинокой лампы и чтобы это было вот градусов под 45, вот как вот сейчас у меня слаб, вот под 45 градусов к лампе. Тогда вот на этом поле будет видно мельчайшее повреждение. Сейчас я вот сделаю ближе. Вот смотрите. Вот так вот мы ничего не видим. Идеальная монета, вот она в пруфе. Это видно, что выполнена по технологии пруф. А вот когда вот так ее поворачиваешь, вот здесь уже на поле лампа высвечивает микроцарапинки маленькие. Они на этой монете есть, их очень мало, но они есть. И их можно увидеть. Поэтому вашу монету, например, возьмем другую, вашу монету, должны не вот так вам снимать, а вот так.
и делать вот такие медленные вращения. Тогда луч света проходит по монете, и вы можете заметить изъяны, которые монета эти имеет. Тогда можно что-то увидеть на монете. Поэтому вот такие должны быть видео. Медленное вращение. И тогда выхватывает луч света. Вот видите, есть царапинка. От ножки пятерочки идет влево над буквой. А вот так этой царапинки нет. Поэтому просите, чтобы снимали правильное вам видео на монету. И тогда вы сможете уже ее более-менее реально оценить удаленно. Ну и, соответственно, конечно, пусть они также вам прокрутят вот так гурт, покажут. И смотрите гурт еще и с этой стороны, потому что запилы бывают вот или удары вот сильные вот на этой стороне, на ранде. И если вот так смотреть, то в принципе их не видно. Ну вот в принципе поделился с вами тем, как это все закончилось. Какие-то, может быть, лайфхаки от меня. Все, не буду больше утомлять. Благодарю всех за просмотр. Надеюсь, ответил на все вопросы. На какие не ответил, отпишусь. Надеюсь, я буду продолжать выпускать новые ролики. Поэтому до новых встреч. Всем желаю удачи, хорошего дня, хороших качественных монет. И до новых встреч.